Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы с вами отправляемся в увлекательную экспедицию. Пробуем найти и посетить тот грот, который мы обнаружили при помощи нашего чичерони в ролике «Что таят скалы Малые Воронки». По-моему, так он у нас называется. Есть на канале, кто не смотрел, посмотрите. Добрались до вершины камня, можно так сказать. Находимся между двух его отрогов. Если вы помните, из ролика камень состоит из нескольких частей. То есть одна часть там у нас, другая там. На какой из них находится грот, где нам организовать спуск, выяснить не удается визуально. Но унывать не будем, у нас же есть чичерони, и он нам в этом поможет. Вот такая красота, друзья, открывается с вершины камня. Нашли мы то место и сейчас осмотримся. По пути мы увидели много интересного. Тоже вам сейчас покажем. Осмотримся. Пока вообще впечатлений море. Море впечатлений. Ну а потом уже сам грот. Даже грот от впечатлений отошел немножко на второй план. Решили сначала здесь все осмотреть. Потом организуем спуск в грот. В одном из уступов сразу нашли грот. Насколько он просматривается, тут метра, наверное, на 3. Там понижение, не знаю, как дальше будет. Сейчас попробую, загляну туда. И видно, что раньше это была целая система, наверное, вот тут еще видны дырки. То есть здесь, наверное, на месте, вот на этом месте, где мы сейчас находимся, был один большой грот. Очень много встречается экскрементов рядышком. То есть однозначно место используется как жилье каким-то зверьком. Даже вот целые тропы имеются, смотрите. Четко просматривается тропа. Такие места для своих убежищ обычно используют лисы или барсуки. Кто здесь, непонятно. Вот видно, что грот как бы небольшой, вроде выклинивается. Сейчас посмотрим, фонариком посветим. Вот в этом месте похоже, что какой-то спуск вниз, как будто туда уходит, так скажем,
ход. И такое ощущение, что он раскопанный. Интересно. Ух ты! Я не знаю, как слышно было на камере. Сейчас прям такой ух. Ворон пролетел, видимо, так низко, я даже не успел его заметить. А вот этот шум крыльев слышно. Вот. И что здесь интересно, смотрите. Чуть в стороне от нашего грота есть еще один такой низенький ходик. Как раз, возможно, узкий ход из того грота ведет вот сюда, выходит сюда. Вообще, это говорит о том, что здесь точно была, наверное, целая система. Сейчас заглянем туда тоже. Сверху копеж идет. Вот здесь видно, кто-то копал, смотрите. Кто-то копал. Значит, подземелья активно используются животными. Перья. О, обалдеть! Смотрите, друзья. Блин, да там целый грот. Хороший грот. Ну, человек там может точно поместиться. Он, правда, низкий. Что ни шаг, то открытие вообще. Место классное. Как я раньше до него не добрался. Вот тут внизу тоже какая-то яма, смотрите. О, прикол. Видите? Маленькая карстовая арочка. Маленькая карстовая арочка. То есть здесь есть выход наружу. Такой портал, можно сказать. Опа, смотрите, вот тут тоже полость, похоже, понор. Вниз уходит ход. И как раз он направлен в сторону наших гротов, в которых мы только что были. Сейчас подсветим фонариком. Так. Ага, он выклинивается. Видно, что он выклинивается. Но тем не менее, здесь, можно сказать, почти вертикальный проход вниз. Как раз в сторону нашего грота, где мы смотрели, да, перед этим. Это еще раз подтверждает мои, как сказать, предположения о том, что здесь была нормальная пещера. Сейчас, конечно, она, возможно, уже разрушилась, возможно, и нет. Смотрим дальше. Начинаем наш спуск. Впереди грот, неизвестный грот.
Вот появилась лестница, мы ее видели с квадрокоптера. А вот, друзья, и грот. Все, мы это сделали. Так, друзья, сразу веревочку контруем. Надо ее вообще сюда вытащить, потому что если она туда уйдет, нам до нее не дотянуться. Смотрите, какая тема прикольная. Смотрите, ступенечки металлические. Видно, что это лестница. Лестница. Вот такими, видимо, металлическими лестницами пользовались наши предки. То есть она специально сделана под лестницей. Каждый, видно, что каждый сегмент, он специально так сделан, чтобы вставлялся. Прикольно. Так, что же у нас в гроте? Грот небольшой. Грот небольшой. Ну вот здесь вот, смотрите, какие-то металлические штуки скреплены проволочкой, рогатки. Что бы это могло быть? Как большие пульки от рогаток. Кто-то может здесь с рогаткой сидел, пацаны, да, и обстреливали проплывающих туристов. Пух, такой пух. Да. А может и разбойники какие-то. Это смотрите, сколько здесь наделано. Вот такие вот пулечки, вот. Видите? Для рогатки. Концы заточенные. Концы заточенные. Мы когда в детстве делали, такие пульки затачивали, то они пробивали вообще нормально. Но это были алюминиевые, а это железные. И хорошие такие. Такой, наверное, можно было и убить при желании. Да, интересно. Вот загадочка-то, смотрите их сколько. И они явно, что не на один раз пострелять. Не пацаны это готовили. Не пацаны. Обзор-то здесь. Обзор, сами видите, какой хороший. Очень, очень хороший. Место такое разбойничье. Причем стреляешь уже взад уходящим. А там дальше камень, где якобы сидели разбойники. Так что, может быть, отсюда наводился кипиш, была целая банда. Отсюда кипиш наводился, а там уже то, что разбивалось, поворот-то крутой. Барки, которые разбивались, они там и оббирались, так скажем. Прикольно. Прикольно. Итак, друзья, берем наш прибор Xterra 705 и посмотрим, что же сейчас здесь нам удастся найти. Кстати, вот хотел поделиться, как я переношу прибор, когда спускаюсь по веревке, вот в таком транспортном мешке. Да и вообще, вы уже видели, все снаряжение свое я переношу вот в таких транспортных мешках от компании Forest Tramp, пермского производителя. Forest Tramp, производитель туристского снаряжения. Forest Tramp неизменный в течение 14 лет. Ну и остальным рекомендую, очень удобно. Так, алюминиевая проволока, лапша советская, так. Железо, скорее всего, железный гвоздь. О, да, конечно, смотрите, друзья, смотрите, сколько здесь гвоздей, того целая кипа. Офигеть. Целый склад, можно сказать, гвоздей. Во. И это все гвозди. Черепушка. Черепушка какой-то птички.
зачем же столько гвоздей-то сюда натаскали? Опачки. Ложка. Ложку нашли. Смотрите какая. Так, ну-ка. Что там нарисовано, нет? Так, дома помоем. Что, с почином? Вот еще что-то. Что-то интересненькое. Сейчас вверх снимем и посмотрим. То ли гильза, остаток, то ли чего разорваны. Смотрите, кости кругом лежат. Птичьи трубчатые кости. То есть здесь вся вот эта поверхность, похоже, усеяна костями. Настолько, как бы давно она используется, видимо, хищниками, хищными птицами. Все птичьими костями это усеяно. Смотрите. Все усеяно. Прикольно. Так, ну-ка, объект. Объект здесь взят. Значит, какой-то мелкий объект. А, фольга. Точно. Изначально я был прав, фольга. Фольга. Я подумал, ну, вдруг да, золотишко в таком сегменте. Вот интересненькая штучка. Похоже на пулю. Похоже на пулю. Кого-то стрельнули ее. Даже может что-то типа поиска. Мелкашечная пуля. Наверное, так ударилась. Да, свинец. Скорее всего, пуля от мелкашки была. О, какой-то необычный сигнальчик. Глубина небольшая. Смотрим. Опять этот же металлический объект, какой-то оболочки. Что ли, цветмет или патрон, или разорванный. Вот такой вот. Уже покрупнее осколочек. Не знаю от чего. Видно, что он вот так загнут. Ну все, в принципе, с полом мы осмотрели. Все нормально, но грех не осмотреть ниши. Вот эти. Я их всегда тоже осматриваю. Кто его знает, что там может быть. Все, здесь у нас ничего. Ну что, друзья, хоть этот грот нам и не дал классных каких-то завораживающих находок, но он нам дал море позитива, приятных впечатлений и загадок, опять же. Как вы думаете, для чего была предназначена эта лестница? У нас появилось еще одно предположение, что здесь, возможно, во время драги стоял какой-то прожектор, осветительный прибор. И вот эти как раз скобы, которые я назвал пульками, они могли применяться, использоваться для какого-то крепления к чему-либо, там, к дереву, того же кабеля, в щели что-то закрепить и так далее. Ладно, а мы начинаем подъем. Подъем производится вот
при помощи 2 зажимов таких. Вот так, передвигая зажимы, мы поднимаемся. Вот, видите, здесь был кабель. Подходил медный 4-жильный кабель. То есть нагрузочка хорошая должна сюда подходить. И именно, видимо, чтобы провести его и установить какой-то прибор здесь осветительный, да? И эта лестница и была навешена. То есть мы предполагаем, что это связано с добычей алмазов в нашем районе. Здесь вот. С драгой, с прохождением драги. Вот эти вот острова, они как раз дражного происхождения. Раньше Вижай был полностью одним руслом, но после драги вот появилось 2. Кстати, по поводу этих островов тоже есть тема, поэтому оставайтесь на канале, подпишитесь, если вы еще не с нами. Мы ее будем развивать. Вообще тема добычи алмазов в горнозаводском районе очень интересная. Вот какая красота! Вот такие места самые трудные, потому что надо перейти пережим. Пережим, где веревка вплотную подходит к скале. Приходится отодвигаться. Вот видите, нога срывается даже бывает. Ну что, вот мы это и сделали. Красота. Надеюсь, вам тоже это понравилось, как и мне. У меня впечатлений просто море. Море положительных впечатлений и эмоций. Отметьте это видео. Подпишитесь на канал, если еще не с нами, чтобы не пропускать наши новые видео и путешествия. Кстати, по этому месту наши походы сюда будут продолжаться. Место очень понравилось. И еще много интересного, я уверен, здесь есть. Там дальше есть вершина еще. Будут даже прямые трансляции. Я хочу сделать отсюда прямую трансляцию. Подпишитесь, чтобы не пропустить ее. Теперь можете полюбоваться видами реки Вижай, камня Малые Воронки, снятые с квадрокоптера. Поехали!